Разворот на фронте. Российское наступление начинает буксовать, но пока не везде. Заявления о захвате одной области оказались фейком. Ударный прорыв в оборонке. Украина начинает производство ракет, которые сильнее, чем легендарные Атакамс. Подробности. За традиции и ценности в Киеве символический раскол на Майдане. Кто, за что и почему вышел. А мы вас убьем. Напряжение между протестующими и полицией в США нарастает. Протесты против Трампа набирают обороты, пока страна отмечает 250-летие своей армии. С огоньком и протестами кто говорит о восстании? Москва возвращается в Казахстан, а заявление Лукашенко вырезали пропагандисты. Это и многое другое. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Украине, Беларуси и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Четвертый обмен за неделю, и снова слезы, объятия, флаги на плечах и дрожащие руки. Домой вернулись и те, кого уже считали исчезнувшими. Кто-то пробыл в плену 2 года, самому младшему 21, старшему 63. Среди вернувшихся бойцы ВСУ, Нацгвардии, пограничники и спецслужбы. Я повернувся. Ты веришь? Внутри шок, внешне усталость со слезами радости на глазах, но главное — возвращение. Это не просто обмен, это приезд выживших с той стороны, где смерти всегда больше. Одновременно Украина получила тела 1200 погибших, людей, которые уже никогда не наберут родным. Это целый батальон, целый небольшой город. Каждый сын, брат, отец. Поисковики и криминалисты теперь будут узнавать имена, чтобы их не похоронили безымянными, чтобы страна не забыла, кого именно потеряла. Российское наступление начинает буксовать. Силы обороны Украины остановили оккупантов на Сумском направлении, заявил президент Украины во время общения с журналистами. Мы выравниваем позицию на Сумском направлении. Что важно, там 53 тысячи русских. Бои там вдоль границы. Враг остановлен, и максимальная глубина, на которой происходят бои, от границы 7 километров. Чтобы люди также понимали, как далеко Сумы. По словам Владимира Зеленского, основные бои идут в районах Кондратьевки, Алексеевки и Константиновки. В Андреевке, цитата, «восстановлен контроль». В это же время число боестолкновений на фронте растет, почти 100 за сутки. Фронт по-прежнему полыхает. Россия усиливает штурмы сразу по нескольким направлениям от Харьковской до Донецкой области. На Покровском и Курском участках идут самые ожесточенные бои. Враг бросает в бой авиацию, бронетехнику и десятки штурмовых групп. Особенно горячо и в районе Константиновки Донецкой области, где ранее оккупанты имели преимущество. Украинские военные сдерживают натиск, но интенсивность атак максимальная за последние недели. Там продвижения врага нет, но там жесткие бои. В Днепропетровской области тоже идут бои, и тоже продвижений на сегодня нет. Артиллерия и авиаудары не прекращаются, особенно по приграничным регионам и узлам обороны. Линия фронта под постоянным давлением. Украина готовит ударный прорыв в оборонке. Президент Зеленский подтвердил, началась активная подготовка к массовому производству ракет «Сапсан». Это современный ракетный комплекс, который может бить на 500 километров вглубь территории врага, лететь в 6 раз быстрее звука и нести боевую часть весом почти 500 килограмм. Это мощнее, чем американские «Атакамс». При этом точность попадания до 20 метров, запуск с мобильной установки от 2 до 20 минут. По сути, это аналог российских «Искандеров», который превосходит «Атакамс» по мощности и дальности. Совсем скоро Украина сможет сама наносить точные удары по ключевым военным объектам противника на дальности, ранее доступной только сверхдержавам. По словам президента Украины, прошли уже десятки совещаний, и теперь речь не об испытаниях, а о полномасштабном серийном производстве. В арсенале Украины также появляются длинный «Нептун» с дальностью до 1000 километров и новая крылатая ракета «Трембита», способная обойти ПВО и долететь до Москвы. Оборонная индустрия Украины выходит на новые рубежи, новую дальность и новую высоту. Салют, бронетехника и Трамп. США отмечают 250-летие армии, но праздник обернулся протестами и угрозами. 14 июня не просто День армии США. Это шоу на миллионы долларов, 6600 военных, десятки самолетов и 79-й день рождения Дональда Трампа. По масштабам крупнейший парад с 1991 года. Artificial intelligence and advanced weapons are changing the way we fight.
По сути, как утверждают многие, личное торжество Трампа, который появился на фоне техники времен Второй мировой и пообещал вернуть величие армии. Но вместо единства раскол, пока одни салютуют, другие кричат «No Kings». По всей Америке проходят протесты против политизации армии. Особенно горячо было в Лос-Анджелесе, куда Трамп угрожал ввести морпехов. Реакция президента США на протесты проста: животные, предатели и другие жесткие обвинения. На фоне репрессий и миграционных рейдов ICE армейский парад становится не просто праздником, а символом страха и давления. Цена вопроса от 25 до 45 миллионов долларов, плюс поврежденные дороги и компенсации. И все ради того, чтобы армия смотрелась красиво, лояльно и грозно. На фоне продолжающихся протестов в ряде городов США власти Флориды, например, угрожают желающим устроить похожее и в этой части Америки. Мы не Калифорния, мы не позволяем беспорядков в штате Флорида. Если вы бросаетесь в машины камнями или чем-то еще, вы получите срок. Если вы что-то поджигаете и подвергаете людей опасности, вы также получите срок. Шериф округа Бревард решил вообще жестить, пока, правда, только на словах. Если вы плюнете в нас, окажетесь в больнице и в тюрьме. Если ударите кого-то из нас, будете и в больнице, и в тюрьме. А скорее всего, вас еще и укусит одна из наших больших красивых собак, которые у нас здесь есть. Правда, эти слова можно считать еще разминкой. Вы только послушайте, что он добавил. Если вы бросите кирпич, бутылку с зажигательной смесью или направите оружие на одного из наших сотрудников, мы сообщим вашей семье, где можно будет забрать ваши останки, потому что мы убьем вас. Вы будете мертвыми на кладбище. Мы не будем играть. Это должно прекратиться. И это официальные должностные лица. Впрочем, выступления были встречены аплодисментами в зале. Напомним, что ранее во Флориде был принят один из самых жестких в США законов против уличных протестов и беспорядков. И все же под народным натиском властям приходится идти на попятную. В США приостановили задержание некоторых нелегальных мигрантов. Администрация президента отдала приказ сотрудникам иммиграционной и таможенной службы прекратить рейды и аресты в сельскохозяйственной отрасли, гостиницах и ресторанах. Об этом сообщает Нью-Йорк Таймс со ссылкой на электронное письмо, а также 3 официальных лиц в Белом доме. А вот в штате Миннесота уже стреляют и стреляют в политиков. Одетый в полицейскую форму злоумышленник убил члена Палаты представителей штата Мелиссу Хортман и ее мужа. Еще один местный законодатель, член Сената США Джон Хоффман и его супруга тяжело ранены. В обоих случаях речь идет о членах Демократической партии. Стрелок скрылся. По данным полиции, в его автомобиле был найден список политиков, которым он угрожал убийством. Губернатор штата Тим Уолтс, который баллотировался в вице-президенты с Камалой Харрис, назвал покушения политически мотивированными. Как удвоить состояние за год? Дональд Трамп знает ответ. Президент США задекларировал доход за прошлый год $600 миллионов. И это в разгар своей предвыборной гонки не забывал о бизнесе. Пока одни борются за выживание, Трамп кует миллионы на кроссовках, криптовалюте, теннисных кортах, именных часах и даже на продаже Библий. Его состояние перевалило за $1,5 миллиарда. Официально он отошел от дел и передал бизнес детям, но, похоже, президентство и кэш у Трампа всегда идут рука об руку. Москва возвращается в Казахстан через атом. Интрига с АЭС снята. Казахстан доверил Росатому строительство первой в истории страны атомной электростанции. Россия обошла Францию, Южную Корею и даже Китай, который предлагал построить объект в 2 раза дешевле за $5,5 миллиардов. Но в итоге выиграл Кремль, видимо, не ценой, а влиянием или какими-то другими аргументами. АЭС планирует запустить к 2035 году в поселке Улькян на берегу озера Балхаш. Это не контракт, а символ. Кремль вновь укрепляется в Центральной Азии и делает это под прикрытием мирного атома. В Киеве символический раскол на Майдане. 14 июня одновременно прошли 2 шествия за равные права и за традиционные ценности. С одной стороны, марш равенства Киев Прайд в поддержку ЛГБТ+, с другой — марш за семью, детей и Украину от организации «Все вместе». Центры метро закрывали, полиция следила за порядком между 2 идеологий. Я пішов боронити Україну добровільно. Це був мій свідомий вибір. І тепер я хочу, щоб країна так само свідомо стала на захист моїх прав, яких я обмежений. Тобто банальні права, які інші мають просто за замовчуванням на базовому рівні, я в них обмежений. Я не можу створити
свою сім'ю з людиною, якою я кохаю. Я не можу, якщо з нею щось трапиться, я не можу подати її в розшук або провідати її, якщо вона буде в критичному стані в лікарні. Я не зможу завести з нею дитину і створити сім'ю. Чому ці мої права мають бути обмежені? І війна не виправдання для обмеження саме цих прав. На марше было достаточно много украинских военных, среди них Виктор Пилипенко, глава организации «Украинские ЛГБТ+, военные за равные права», говорит: «Мы умираем на фронте, а наши семьи беззащитны и бесправны». Нас кожного року все менше і менше. Уже є важко поранені, загиблі в нашій тільки спільноті. Я вже мовчу по всьому фронту, звичайно. А політики просто граються із нами. Вони постійно говорять: не на часі, не на часі, це там ризиково. Вони просто не дбають про права військовослужбовців. В июне по всему миру традиционно проходят марши равенства, публичные акции в поддержку ЛГБТК+, и идеи равных прав. Этот месяц выбран в память о вооруженном Стоунволлском восстании 1969 года, символе начала современной ЛГБТ-борьбы. Для одних это акт свободы, солидарности и борьбы за права, для других – повод для споров. Марши и акции вызывают сильный резонанс, особенно в странах, где сталкиваются либеральные и традиционные взгляды. А что вы думаете насчет них? Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. Лукашенко снова лечит народ, на этот раз с картошкой. Ну зачем есть мясо с картошкой? Ну съесть ты с селедкой ее там с рыбой. Ну зачем ты на ночь вместе с этой бульбой жрешь мясо и ложишься спать? Как ты будешь спать, как ты проснешься утром? Фраза, которую 11 лет назад услышала вся страна, сегодня как никогда актуальна. Только теперь без мяса. На 31-м году правления самопровозглашенный, похоже, нашел универсальный рецепт от всех бед. Просто ешьте меньше картошки. Правда, белорусы об этом, похоже, не узнают. Пропагандисты решили отцензурировать начальника и убрали его пожелания из официальных сообщений. Видимо, поняли, что и сам он на сторонника ЗОЖ не очень-то и тянет. В прошлые годы с экранов звучали откровения о его любви к жирному, сладкому и вредному, а теперь и ноги подводят. Но, как всегда, советы главного диетолога всей Беларуси для других. А вот Путина, считающего каждую калорию, Лукашенко хочет сбить с правильного курса. Рисуй Кремль, я ему подарю, в конце месяца приедет, скажу: на тебе от молочного мира. Отдельное спасибо, что смотрите, досматриваете до конца, и спасибо за доверие. Жду ваших развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно для того, чтобы нас становилось больше. Прекрасного вам и продуктивного дня. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.